Всем привет! Как говорится, с почином меня, ребята. На этой неделе у меня было первых два обучающих урока по вождению. Я впервые сел на место водителя и вел сам автомобиль. Не просто вел там 5 минут, а целых 1,5 часа. То есть 30 минут был инструктаж туда-сюда. И потом мы полетели куда? Правильно, в светлое будущее. Надеюсь, я буду и дальше в него ехать, двигаться, лететь. Ощущений много, эмоций много. Расскажу все вам поподробнее дальше. То есть, как я нашел инструктора, он русскоговорящий, отличный, приятный, комфортный. То есть, я нашел то, что мне надо, потому что если бы у меня был бы англоязычный, то есть ирландец, то это просто, я не представляю, как это. То есть, потому что человек, он знает русский, но он его не идеально знает, с ним было немножко, некоторые нюансы мы там не понимали, я представляю, если бы это было все на английском языке. Ну, я не знаю, мне кажется, после 10 минут просто мы взяли, вышли с машины и просто сказали бай-бай, все, и разошлись просто по углам, потому что, вы понимаете, у меня не было вообще опыта, то есть первый раз я сел и поехал сам. То есть я ехал по трассе, кольцевая там, то есть лево, право, парковка. Ну, это сейчас дальше я все подробно расскажу. Это очень крутое, конечно, крутая эмоция, потому что сидеть на пассажирском это одно, а чувствовать педальки, нажимать их, рулить, то есть, это абсолютно другое. Сразу скажу, что я сдаю, на автомате, только автомат, я не хочу парить себе мозги, потом, когда уже научусь там, нормально, ездить на автомате, это всегда можно пересдать и получить себе еще права, на мануал, то есть там ручной коробки, это не проблема вообще. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и сейчас расскажу все, как происходило поэтапно. Перед тем, как начать, маленькое объявление. Теперь я буду консультировать только тех, кто является спонсором моего канала. То есть уровень спонсорства у вас должен быть друг. То есть это 5 евро 99 центов. Вот, например, нужен вам номер этого прекрасного инструктора по вождению, либо помощь по ERP и так далее. То есть вы должны являться спонсором, чтобы я вам все это рассказал и показал. Также будут записаны отдельные ролики, специальные видео, которые будут видны только спонсорам, где я там буду все указывать. То есть вот первый ролик для спонсоров будет с полным оглашением школы по вождению, как зовут инструктора, то есть цена, его номер телефона и так далее. То есть я там расскажу полностью, как связаться с этим человеком, где он живет, в каких каунте он может обслуживать вас и так далее. То есть то же самое по ERP будет записано и так далее. То есть теперь я полностью консультирую только тех, кто уважает мой труд, и является спонсором моего канала. То есть это, знаете, такой обратный бэкграунд. Если я вижу, что я человеку интересен, ему нужна информация, то он подписывается, становится спонсором моего канала, и в ответ я ему то же самое, делаю эксклюзивные ролики, будет поддержка чат, мы сделаем отдельный чат для спонсоров, не знаю, в Телеграме или в Дискорде, то есть будем смотреть. То есть, например, хотите вы консультацию в Инстаграме, вы просто пишите свой ник в Ютубе, я проверяю, если вы являетесь спонсором, то я вам отвечаю на любые вопросы, то есть я не решаю ваши проблемы, если я знаю ответ на вопрос, я просто отвечаю, то есть я буду вам помогать как смогу. Также вы можете подписаться и угостить меня чашечкой кофе, тут спонсорство стоит 5 евро, это сервис Buy Me Coffee, то есть купи мне кофе, либо угости меня кофем. То же самое вы можете угостить, стать тут моим спонсором, то есть тут даже дешевле получается 5 евро, я всем рекомендую, конечно, становиться партнером, то есть становиться, спонсором на ютубе, потому что там реально очень много можно делать, и рассылку для спонсоров, и чат потом отдельный делать, и эксклюзивные видео, и аудио, и эксклюзивные трансляции, то есть это целый мир открывает для нас с вами, то есть у нас теперь будет такое мини-сообщество, и всех, кто меня поддержит, в ответ, конечно, я тоже вас поддержу, то есть это уважение друг к другу.
многие скажут, ну, есть много волонтеров и так далее. Я не являюсь никаким волонтером, я не являюсь там сотрудником Интрео. Все эти люди получают за свой труд денежку. Чтобы найти, например, того же инструктора, я потратил не одну неделю переписки, звонков, чтобы найти того инструктора, найти ту школу, где есть русскоязычный, да, человек, который подходит именно мне, под мои стандарты, под мою проблему. То есть все, что я нахожу, я трачу на это время. И надеюсь, спонсорство это как уважение, да, моего труда, что я делаю для вас. Если это важно вам, если вы хотите быть со мной на связи, если вам нужна будет помощь, то я, поверьте, вам помогу как друг, да, виртуальный, на расстоянии, но друг. Вот, и вы должны вступить и стать мне другом. То есть подписывайтесь, становитесь спонсором моего канала, и вместе мы покорим, да, и останемся в Ирландии, и светлое будущее у нас не за горами. Всем спасибо за подписку. Так, вот я за рулем Volkswagen Polo, ребята. Автомат, машинка либо 17 либо 18 года. Я забыл, нужно в следующий раз посмотреть, чтобы точно, да, уточнить. Заводится с кнопочки, то есть комфортная, удобная. Как говорится, ну, первая, да, вообще машинка, и вообще, да, как говорит, первый там, говорят, блин комом, но вот инструктор мне сказал, что я, ну, для просто человека, который первый раз в жизни, да, сел в адекватном возрасте за руль и поехал, то есть, ну, это нормально, это просто вообще, типа, ну, пойдет. Расскажу все поэтапно. Долго я искал инструктора, трудно было найти того человека, который, да, ну вот понимает язык на том уровне, чтобы мы могли нормально общаться. Проблема во мне в том, что я вообще не ездил, вот просто я ноль, вот zero, да, то есть просто ноль, просто вот от бублика, вы понимаете, то есть я ничего не понимаю, не знаю, как вообще, что, куда нажимать, что делать. То есть есть люди, которые, да, там они ездили, да, ну и просто хотят переоформить права, да, там, например, с украинских на ирландский. Им, конечно, легче, они знают, им, в принципе, можно там, да, и на английском как-то криво-косо, он даже интуитивно уже поймет, что от него хотят, да. А я интуитивно не могу понять, потому что я не сталкивался, не знаю, что, где там нажимать. Я даже не знал, какая педаль, с какой стороны, вы понимаете. То есть я был полностью ноль, то есть, ну, вообще профан, просто юзер, да. И вот мне нужно было то, чтобы человек мне конкретно все рассказал. Только что я сказал о том, что теперь я консультирую только по платной подписке, да, вы должны быть стать моим спонсором, чтобы я все рассказал о этом, да, инструкторе. То есть я здесь сейчас поверхностно расскажу, а уже дальше запишу эксклюзивный ролик для своих, да, платных подписчиков, для спонсоров, и они все узнают более подробно о том, где, что и как. Здесь я сейчас вкратце расскажу, как все происходило, да. Искал долго, нудно, потому что нужно было найти того человека, еще раз, который меня нормально будет понимать, да, и поймет мою проблему, что я вообще ноль, то есть никогда не сталкивался. Даже когда я все равно пришел, мы с ним увиделись, да, он все равно говорил, так ты точно не ездил? То есть он с удивлением, да, для него было удивительно, что вообще никакого опыта. Ну, у меня никакого опыта, ну, реально не было. Ну, просто сидел за рулем там, просто так, да, по кайфу, там, по приколу сесть. Но так никогда. На пассажирском, да, но рулить никогда не рулил. На мопеде, да, на скутере ездил, велосипед, скейт, ролики, электросамокат. Но именно автомобиль никогда. Следующий этап, сразу мы договорились, ну, о цене, да, расписали сразу график посещений, то есть я буду ездить каждый четверг, по 2 урока будет у меня, ну, там будем смотреть, может, потом будет, когда, ну, всего нужно пройти 12 уроков, 2 я уже прошел, и уже когда там будет уроков, там пройду я 8, то потом уроки будут уже по одному будет в неделю, то есть один урок в четверг, чтобы там растянуть, но это нужно тоже для кое-какой, как говорится, вещицы. Это тоже узнают мои платные подписчики, почему так нужно сделать, почему лучше растянуть уроки, это уже узнают те, кто станет моими спонсорами. Смотрите, назначили мы, вся переписка у нас велась по WhatsApp, только раз я позвонил, ну, обратно же я говорил с ирландцем, то есть мы поговорили, и он через минуту сказал, давай мы лучше перейдем в WhatsApp. И все, мы перешли в WhatsApp и начали там переписываться. Я объяснил свою ситуацию, что я хочу. То есть я уже знал, что у них есть этот инструктор. Он сказал, хорошо. Он меня сразу предупредил, говорит, ты понимаешь, что ты будешь, да, все делать на русском языке с ним сейчас, да. Но потом главный
тест, да, чтобы получить new драйвера, то есть нового водителя через полгода, ты будешь давать на английском, то есть его не будет рядом. Я говорю, да, я понимаю. С инструктором мы договорились, что первых 6, наверное, уроков, да, мы будем на русском языке, потом он мне, ну, поможет, да, распишет мне все, как говорится, на английском языке все, да, слова, которые нужно выучить, да, там поворот налево, направо, круговое, там первый поворот в кругу, там припарковаться, то есть вы поняли, всю нужно мне будет выучить на английском, и потом уже будем мы с каждым уроком будем все больше и больше переходить на английский, то есть вначале с элементарных, там поворот налево, turn left, turn right и так далее, да, там по прямой ехать и так далее, то есть мы будем потихоньку переходить, потому что, вы понимаете, вы можете водить нормально, но когда с вами сядет ирландец, да, который будет говорить все на английском языке, а вы знаете, интонация, все, оно все разное, то есть и человек может быстро говорить и так далее, вы можете его не понять, да, и пропустить какой-то поворот, или на кругу, да, войти не в тот, да, не в тот поворот, не, он сказал, например, второй, а вы в третий въехали, или пропустили, то есть вы понимаете, да, а там сколько-то, 2 или 3 ошибки, и все, вы не сдали, то есть все, вы не сдали, и обратно нужно сдавать, пересдавать, да, этот тест. Стоит он тоже денег, стоит он 85 евро, чтобы его один раз сдать. Так что лучше мы будем подготавливаться хорошо. Также нужно выбрать город, где вы хотите сдавать. В этой автошколе у них доступно, они, ну, предоставляют свои услуги в 3 больших городах, то есть, ну, Ирландии. То есть скажу сразу один, подскажу вам, это Дандалк, один из городов, и все большие города в окрестности этого, да, каунти, все приближенные каунти, то есть они обслуживают. В принципе, они могут выехать куда хотите, если вы оплатите им бензин, все это они могут хоть в Корк поехать к вам и с вами там кататься. Это все уже индивидуально, и готовы ли вы за это платить. Встретились мы, сели мы, да, он сразу взял, что он сделал, инструктор, то есть посадил вначале меня на пассажирское, взял мое ученическое удостоверение, сфотографировал, то есть все как полагается, переписали мы, оформились, заплатил я денежку, как полагается, и поехали мы по трассе. Подъехали мы на обочину по широкой трассе, и потом, говорит, будем меняться. Все, я, конечно, в шоке, думал, может, сейчас какой-то будет инструктаж. Он говорит, ну так и будет, садись на переднее сиденье, и там будем проводить инструктаж. Первое, конечно, что нужно сделать, это, конечно же, отрегулировать сиденье. Я мальчик не маленький, да, 1,86 м, 90, не знаю, там сколько сейчас, 7-8, наверное, килограммчиков, то есть и как бы Volkswagen, да, он такой низенький, не слишком он просторный, то есть и пришлось немножко повозиться и с рулем, с высотой, и с сиденьем, то есть его отодвинуть, то есть чтобы было комфортно, чтобы ноги комфортно были, потому что, как вы понимаете, левая ножка, она вообще нам не нужна, только все делает правая нога, то есть, еще раз повторяю, я все сдавал на автомате, вы можете видеть тут 2 педальки, вот первая, вторая, это вот газ, вот тормоз. И все, как мы отрегулировали, следующее, это он спросил, он рассказал, где поворотники, он рассказал приборную доску, он показал, как пользоваться автоматом, что нужно там включить, да, P это паркинг, R это задняя, то есть нейтралка, и драйв, да, чтобы ехать, то есть все рассказал, пристегнулись, зеркала, то есть он провел базовую такую всю информацию, задавал мне наводящие вопросы, говорит, а для чего отрегулировать зеркала? И специально, что я отвечу, чтобы понимать, вообще понимая в комплексе, да, что происходит или нет. И так вот по каждому пункту. То есть очень приятный человек, было очень приятно просто общаться, понимаете, что человек, видно, не старается тебя завалить, либо как-то принизить. То есть комфортное общение. Дальше пристегиваемся, он говорит, заводи свой автомобиль. То есть давай, рулюй, поехали в светлое майбутнее, в светлое будущее. То есть нажимаю кнопочку, завожу аппарат и, говорит, потихоньку. У него, кстати, как автомат, у него есть, да, педалька, у него только педаль тормоза. Все, то есть газ, у меня, то есть у него газа, например, нет, он не может, он только тормоз может нажимать. Ну, конечно, первое ощущение сразу, первый дерг, вы же понимаете, тут нет никакого сцепления, никакого переключения, ничего не нужно выжимать, зажимать. Просто нажал кнопочку, понимаете, просто чик,
И все, и как в капсуле скорости, как просто в каком-то спейсшипе, да, в каком-то космическом корабле, мы просто полетели. Скажу сразу, вот это же был банк Холидей, и вот на банк Холидей я ездил, то есть это был понедельник, и отлично, что мало было, да, машин, и трассы были свободные, то есть я реально смог как бы разгуляться, разогнаться, порулить, то есть, ну, это реально было круто, что так все совпало, что и банк Холидей, и сразу сказали, говорят, давайте сразу тебе два этих, как его, обучающих, да, урока по вождению, чтобы сразу два в комплексе, чтобы ты хотя бы немножко понял, да, потому что, ну, часа первого это мало, потому что первые полчаса это инструктаж, и полчаса вождения это мало, мы реально там по трассе, я не знаю сколько, я, наверное, наездил, ну, километров 70 точно, потому что мы от моего городка до нашего центрального города, до нашего каунти, туда 25 километров, мы туда-обратно 50, потом мы доехали еще половину обратно до этого городка, это еще до десятка, это уже 50. И плюс по моему городку мы два круга сделали. И на парковке я еще учился по кругу ездить и два раза парковаться. Мне кажется, ну километров 70-80 точно я в прямом смысле, я думаю, накатал, потому что на трассе скорость была большая, то есть, ну как большая, то есть как написано 80, да, он говорит, не бойся, чувствуй, разгоняйся, то есть оп, 80, там 60, 60, 50, в центре города 30, понятное дело. Знаете, да, есть такое неписанное правило, так то написано 50, но все советуют по центру города, то есть по Мейн-стрит, по главной улице ехать 30 километров. Это он мне так сказал, то есть нужно стараться даже, потому что там, ну, много пешеходов, то есть ты себя сам лучше обезопасишь, потому что скорость там не нужна, там и трафик и так постоянно, а если ты будешь разгоняться, то только это приведет к каким-то плохим последствиям. Это мне сказал инструктор, так что, ну, как бы мы будем слушаться, мы будем делать все по правилам, потому что езда и автомобиль это, конечно, главное твоя безопасность, да, потому что, как вы знаете, самый небезопасный транспорт, самый опасный, это автомобиль, как бы это, да, не звучало вот так вот, то есть это самый распространенный транспорт и самый, как говорится, опасный, то есть самое больше людей погибает в ДТП, да, в авариях, в каких-то ситуациях, это которые перемещаются на автомобилях. Нужны быстрые, удобные переводы с европейской карты на карту украинского банка. Ребята, сервис профи. Идеальный вариант. Если вы регистрируетесь по моей ссылке, от 1 до 4 переводов для вас бесплатно. Один так точно вам выпадет рандомно сразу. То есть вы понимаете, что в наше время у вас должно быть много сервисов для перевода. Я только проверенные сервисы вам рекомендую. Регистрируемся по ссылке, а также после первых двух переводов, либо одного, сама система, алгоритм сам решает. Вам еще пришлются промокодики, то есть на скидки для переводов. То есть вы в прямом смысле, регистрируясь по моей ссылке, вы ничего не теряете, а только приобретаете удобный сервис, которым я пользуюсь, который я проверил. У меня вышел ролик, вы можете в описании перейти и посмотреть, как я одним кадром снял, как я переводил деньги. Меньше чем за минуту они пришли с карты Revolut на карту Монобанка. Моментально. Так что сервис работает. Всем фрилансерам, всех, кто работает в крипте, кому нужно помочь другу, родственнику и так далее. Это идеальный сервис. Деньги прилетают моментально. Ссылочка для регистрации в описании и вверху. Всем спасибо за внимание. Ну, короче, лечим мы по трассе. Он, главное, что первое обучал, говорил, да, это, конечно же, держаться ну, по линии, то есть не заходить ни за какую линию, то есть ни за оранжевую, да, которая находится от тебя, да, слева, ни белую, которую справа. То есть должен ехать по центру дороги. Ясное дело, что если тебя кто-то обгоняет, немножко должен притормозить, немножко можешь сместиться, да, влево, чтобы как бы пропустить того, кто проезжает, обгоняет тебя. То есть вот это главное, он постоянно говорил, если видит, что я немножко захожу за линию, он сразу, Руслан, держись, центральная, да, то есть центра дороги, держись, держись. То есть он постоянно повторяет, потому что это очень важно, чтобы человек не съезжал. То есть чтобы он держал, он мог держать руль, да, ну, ровно, комфортно, потому что, говорит, у него были такие ученики, которые просто, они не могут, они все равно и как будто, ну, вот, они вот так вот едут, ну, это очень плохо, то есть нужно уметь держать баланс, нужно уметь держать руль.
следующий, да, момент, это, конечно, как крутить руль тоже. Я ж кручу его, конечно, вот так вот. Он говорит, ты перехватывай и крути, потому что гидроусилитель, да, он сам не будет кататься, да, как там в старых автомобилях. Ты просто вот, а оно с непривычки, да, ты боишься его отпустить, не знаешь, что будет, и ты как вцепился в него, да, а когда поворот, то надо ж, мы делали большие такие развороты, знаете, полностью, и я прям, это он говорит, крути, 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 то есть вот это вот была тоже проблема, страх отпустить руль, да, не провернуть, отпустить, то есть нужно просто вот его вот так вот руками, грубо говоря, просто перебирать, а не крутить сам вот так вот и еще самому вот так вот, да, крутить головой. То есть, ну это потому что первый раз и ты с этим не сталкивался, и реально тебе э, ну, страшно отпустить, потому что скорость, потому что дорога, люди, да, машины другие едут тебе навстречу и так далее. То есть обогнали мы за все уроки всего лишь один трактор маленький и один автомобиль тоже медленно ехал. Он говорит, давай пробуй обгонять. Обратно же он всегда, когда какой-то сложный был маневр, да, там, то есть на кольце, либо вот обгон, он брал руль, край руля вот брал и, короче, ну вот держал, потому что он понимает, что это все-таки для первого раза, ну, нужно страховать, нужно страховать. Следующий момент, какой я рассказываю про свои дискомфорты, да, это руль кручения. И второй дискомфорт, это, конечно, у меня онемела нога. У меня онемела нога с непривычки, ну, нажимать на газ, вот это постоянно, да, ну, нога в напряжении. Он говорит, это тоже нормально, потому что нога должна привыкнуть. И еще проблема с тормозами у меня была, потому что мы их мало использовали, потому что трафик был небольшой. И когда я нажимал их, то я слишком нажимал. То есть они прям такие нежные там, что просто ты немножко раз, и уже ты оп, все. То есть нужно вообще там, я не знаю, легесенько просто. То есть нет вот этого ощущения, да, ты еще не чувствуешь педальки, ты не чувствуешь их как надо. То есть, ну, это обратно же придет с обучением, потому что, ну, невозможно, да, с первого урока почувствовать все, полностью машину и понять, что и как. Например, первый раз парковка у меня тоже была немножко криво, вторая уже получше. Плюс, да, мы заезжали на petrol station, да, то есть, petrol station, на gas station, заезжали, то есть, ну, на заправку, да, и я потом задом там, как парковочка, да, там люди поесть, типа, мы там передохнули 5 минут, и потому что нога у меня затекла. И потом назад я уже задом выезжал тоже. Что я забыл сделать? Мы же переключились на заднюю, а я еду, нажимаю, и нажимая, понял газ, думаю, сейчас я поеду вперед, а я забыл переключить на драйв, то есть, ну, на переднюю передачу, да, чтобы ехать вперед. И я еду назад, не пойму, что происходит, то есть, и он это единственный раз нажал тормоз за 2 часа нашего, да, нашего обучения. Потому что тоже какой-то автомат, нужно не забывать переключать. То есть, если ты не переключишь, то машина будет ехать в том направлении, в котором стоит рычажок, да. То есть, вот это мой был, наверное, самый такой большой косяк. Обратно же, ну, на кольцевых, да, тоже, конечно, я не понимал, потому что, ну, я понимал, ехать надо, а потом, когда ты уже поворачиваешь, да, нужно смещаться максимально к оранжевой этой линии, да, то есть ты едешь вначале, когда на кругу ты едешь именно ближе к белой, да, то есть к этому кругу, а потом ты резко должен выворачивать, то есть ты должен уже подготавливаться и сразу вот так вот раз, то есть срезать, да, немножко, а не прям к краю справа, ты должен быть слева. То есть вот это тоже был момент, ну, такой сложный, да, мы 3 раза проезжали эти круги, ну, вот, я скажу, как оно есть, я сам, он помогал мне, он держал руль, да, и мне помогал, то есть до конца у меня не получилось самому нормально. Так, по трассе, именно полностью повороты, вот эти все, да, то есть я все нормально по центру, то есть никаких проблем там, повернуть на парковке тоже там, то есть когда маленькая скорость, не проблема, а когда ты именно, вот надо же понимать, когда в круг въезжаешь, нужно притормозить, но не до конца, да, надо смотреть. Если машины едут, то да, до конца затормозить. Если нет, то ты сразу въезжаешь в круг и едешь. То есть нужно уже иметь как сноровку, понимаете, а она приходит только с опытом. Вот эта вот сноровка, да, вот это вот, когда затормозить, ты уже должен сам понимать скорость, то есть как на повороте. Он говорит, кому как комфортно, кто на 20 километрах, кто на 15, кто на 10. То есть это от твоего уровня вождения уже, как поворачивать, ну, в поворот, да, ясно дело, что на маленькой скорости отпускаешь там газ вначале, потом поворот вошел и газуешь, правильно?
но это все приходит с опытом. То есть мы сделали много маневров. Я же говорю, что не получилось у меня вот этот разворот, что я не переключил просто передачу, да, из задней. И что еще прикольно, это то, что здесь ручника нету, здесь просто кнопочка. Чик, нажал кнопочку, и ручник включился. То есть вот такая просто кнопочка там внизу на панельке. Все. И ее отключать не надо. Ты просто нажимаешь газ, и все, и она, короче, сам, как его, ручник сам отключается. То есть это, конечно, прикольно, но машинка как по меркам, да, новенькая, то есть прикольная машинка, но для меня не то, что она маленькая, но я не мог отрегулировать, то есть ноги некомфортно, ноги упирались в руль. То есть для высокого человека, не знаю, хорошо это или плохо, но думаю, в следующие разы я уже привыкну и как бы, да, буду более себя комфортнее чувствовать. Следующий момент это, конечно, поворотники, тоже очень важно, вы же понимаете, нужно следить. Поворот включил, это. Что у меня не получалось, это еще один, да, момент, то есть поворотники я уже запомнил там, вниз это лево, вверх это право, это понятно, но просто я нажимаю поворотник, я же поворачиваю, и уже как повернул, да, а выключить же надо же все на автомате делать, ты же оп, ты чик уже делаешь, то есть у тебя пальчик уже должен хлоп, хлоп, я этого не делал, то он мне хлоп, хлоп, я так сам ни разу не поставил его вот это вот, да, в обычное, в смысле, положение, чтобы, ну, отключить поворотник, то есть я сам он постоянно мне, потому что я поздно до этого додумывался, нужно раньше, ну, я буду в следующий раз просить, чтобы он мне давал шанс, чтобы я сам не забывал про это, чтобы он мне лучше напоминал, да, то есть мы поворачиваем, он мне будет говорить: Руслан, поворотник включи, выключи его. То есть, чтобы я уже сам начинал, как говорится, ну, это делать, потому что нажимая в одну, да, сторону, я нажимаю, то есть поворот туда или туда, а поставить, выключить его не успеваю. То есть, он говорит медленно, типа, ну, вот тоже из нюансов. Ну, а так, что сказать, ну просто это непередаваемые эмоции, когда ты летишь просто, ну, сам едешь. То есть, по факту я все равно все маневры выполнял на 95% сам. То есть, он там хватал руль тут на, не знаю, там, на 20 секунд, да, в общем, там, оп, все, отпустил ты сам. То есть, по факту я сам катался 1,5 часа. 1,5 часа я катался сам на этом прекрасном Volkswagen. Обратно же говорю, следующие уже два обучающих урока будут у нас. Обратно один просто будет по моему маленькому городку и в окрестностях, а второй час мы уже поедем в большой город, в котором я буду сдавать этот тест. В чем прикол? Ты говоришь, когда ты оформляешься в школе, в любой, то ты сразу говоришь, в каком городе. То есть они тебя сразу готовят, они уже знают, в принципе, да, маршруты тех инструкторов, как ни крути, потому что они, ну, всем известны. И они тебя натаскивают именно по маршруту, по этому городу. То есть, чтобы ты, да, мог знать все нюансы. То есть, и вот мы уже со следующей недели, я уже буду ездить по тому городу, где буду сдавать главный экзамен. Как вы знаете, когда вы получаете ученические права, вот с той даты, да, вы не можете раньше, чем полгода становиться на вот этот тест. Но при том, что когда, чтобы встать на этот тест, вы должны еще пройти 12 обучающих вот этих вот уроков. То есть, по факту, вот эти уроки я пройду, может, за 2 месяца, да, и их нужно добавить вот 6 месяцев, да, 2, ну, я не знаю, ну, вот я так посчитал, что я в ноябре, в лучшем, наверное, случае, в ноябре ну, запишусь и буду сдавать тест на new driver, то есть на нового водителя. Так что вот такие дела. Так что, если вы получили learner, то есть получили ученические права, с этим не затягивайте. Лучше сразу сдавайте, записывайтесь в автошколу и сразу начинайте учиться. Еще какие есть нюансы по покупке автомобиля. Он мне же рассказал по тому, как получать страховку лучше. То есть, потому что там есть нюансики, и многие делают свои ошибки, да. Но обратно же это все я буду рассказывать уже для тех, кто является спонсором канала. То есть всю вот эту, знаете, магию, секретики, да, консультации я буду делать для тех, кто уважает меня, мой труд, мое время. Так что подписывайтесь, становитесь спонсором канала, и вместе, поверьте, мы много чего интересного сделаем и узнаем. На этом, наверное, все, потому что вкратце я так рассказал, что я делал, да, за эти два урока, что получилось у меня, что нет, то есть эмоции отличные, инструктор бомба, к нему вообще претензий нет, все просто огонь. После того, как пройду еще два, да, следующих
урока, то есть это уже будет у меня 4 в общей сложности, а всего нужно 12. Я вам то же самое запишу ролик и расскажу свои эмоции, что мы делали, как оно по городу, какие, да, маневры осуществляли, то есть все расскажу. А, и в конце еще, вот это, знаете, лежачий полицейский, там же тоже нужно притормаживать, а я такой на газ, бум, бум, он говорит, ты шо, ты так лучше не делай, притормажу максимально, а я ж не знаю, я газульку, там, не знаю, на 30 километрах, оно бух в час, а там надо, не знаю, 10 снижаться и потихоньку раз, и потом только газовать. Тоже мой косяк, кстати, вот дополнил еще в копилочку себе косяки. Но это был только один раз, а потом уже аккуратненько, спокойненько. То есть, да, круто было вообще, ну, видите, улыбка до ушей, понимаете, потому что, ну, я понимаю, что пару месяцев и я сдам, то есть обучусь, и уже можно спокойно, со спокойной душой помогать, ой, помогать покупать автомобиль. То же самое я буду снимать про автомобили, где лучше покупать, что делать, то есть у меня есть человечек уже, который конкретно по этим всем моментам консультирует, то есть человек, который реально работает честно, понимаете, не какой-то там перекуп, а работает по-настоящему честно. Так что, еще раз повторяю, становитесь спонсором, и будет вам много полезной информации по любой, да, из тех видео, которые я записываю, вы сможете реально эту информацию, которую я рассказываю, да, я буду рассказывать вам в развернутом виде, и вы реально сможете, то есть она реально вам поможет, понимаете? А спонсорство всего лишь 6 евро, да, это как бы одна кружечка кофе в Ирландии в нормальном, не знаю, там, кафе. Все. Всегда на связи.